Привет, я Дима, тимлид команды дизайнеров. В этом видео разберем тестовую работу на стажировку. Вы узнаете, на что может обратить внимание опытный дизайнер при проверке задания. Сергей прислал свою работу и попросил прокомментировать. И знаете что? Вы тоже это можете сделать, и если ваша работа окажется достаточно интересной, я с удовольствием ее прокомментирую. Сергей, как начинающий дизайнер, справился неплохо с задачей и покрыл формально все сценарии. Но мы посмотрим на детали, и я покажу, на что я бы обратил внимание, если бы я вдруг эту работу проверял. На первом экране видно, что Сергей показывает какие-то диски. Все эти диски имеют 128 гигабайт, этот почти заполнен, этот только начинается и так далее. Мы, видимо, находимся в диске 1. Здесь показано ховерное состояние. Судя по заголовку, это содержание диска 1. Что еще? Можно создать новое хранилище, можно что-то сделать с файлами, можно создать новую папку. Кстати, здесь есть файлы. Как сюда файлы загружать? Это, скорее всего, drag and drop, но, может быть, кнопка «Добавить файл» была бы не лишней, допустим. Здесь нет никаких кнопок управления. Видимо, с диском 1 ничего нельзя сделать. По ховеру я тоже не вижу никаких контролов. Соответственно, кажется, что нельзя переименовать этот диск, нельзя изменить размер хранилища. Еще какая история здесь не продумана, она заключается в том, что если я здесь много дисков создам, то мне будет неудобно их прокручивать. Например, их там будет 15-20. Второй момент, вот чисто визуально, вот этот прогресс-бар, он сливается с фоном. В старых мониторах смотреть, то вряд ли его можно было бы заметить. Кроме этого, Сергей не продумал такой возможный сценарий, чтобы привлекать пользователя, когда количество гигабайт приближается к завершению. То есть эту линию, например, можно было бы сделать какой-нибудь там более акцентный, чтобы привлечь внимание. Такой достаточно мелкий нюанс, но почему-то вот здесь дополнительно появился отступ. Как это можно было бы исправить? Тут что-то не так с компонентом. Можно сделать здесь авто, и он будет расстояние принимать автоматически и дальше подровнять. Конкретно тут что-то еще не так с отступами. То есть я сейчас попытаюсь разобраться. Да, вот почему-то здесь отступы есть дополнительно 8. Странно, зачем? Вот. И я равняю. Все, это аккуратно, правильно выглядит, как и должно быть. Вот. Такая неаккуратность кажется мелочью, но представьте ситуацию, вы отдадите макет с таким нюансом, а верстальщик не спросит и сверстает, как вы передали. И это потом тяжело объяснить, почему нужно верстальщику думать о том, что вы где-то ошиблись, проверять за вами. Никто это не будет делать. Вот. Еще что бросается в глаза. Здесь есть почему-то у таблицы отступ до вот этой линии. То есть все идет по линии, заголовок, input. Здесь отступ 8 пикселей, который тяжело объяснить. Вот. Почему-то у этой таблицы тоже есть отступ 8, хотя я не понимаю. Вот здесь идет по линии, это круто, так и должно быть. Здесь почему-то непонятно. С точки зрения логики, непонятно, как попасть на хранилище, кроме как из хлебных крошек. Вот. Обычно в интерфейсах облака используется заголовок где-то здесь и стрелочка назад. То есть здесь бы хранилище, и они были перечислены. То есть вот эта вот логика, она была, наверное, опущена за скобку, а вызывает вопросы. Вот. Кроме этого, непонятна логика этой таблицы, почему она такая узкая. Что если здесь имена будут длинные, они будут либо упираться, то есть здесь бы я не могу найти объяснение, почему для ширины фрейма 1280 таблица так сужена. Может быть, ее сделать на всю ширину. Непонятно. Такие вопросы возникают на этом экране. Двигаемся дальше. Пробежимся коротко по сценариям. Есть первый сценарий, где пришла заявка.
По макету видно, что новая заявка будет поступать в уведомление, в колокольчик. Окей, это возможный сценарий, почему нет? Единственное, что здесь сложновато сочетать мне как пользователю. Во-первых, будьте внимательны, проверяйте свои макеты на орфографические ошибки. Я понимаю, что это случайно, все-таки лучше их избегать. Здесь отчет, диск и админ выглядит синими, как ссылками. Если отчет — это файл, который мы выбрали, диск 1, тоже какая-то сущность, может быть, действительно могут быть ссылками, доступ админ, непонятно, почему это ссылка и на что он ведет. Еще такой момент. Сам текст запрашивает предоставить доступ, Олег Васильев запрашивает предоставить доступ, звучит как-то не очень, и чем меньше текста лишнего, тем выше информационная плотность. И это хороший признак интерфейса. Можно было бы просто: Олег Васильев запрашивает доступ. Кроме этого, здесь доступ называется админ, а в следующем экране мы видим, что этот доступ называют администрирование, причем уже на русском. И это, как минимум, вводит в заблуждение, поэтому тут с названиями лучше их не менять без какой-то резкой причины. Мне лично не совсем понятно, почему отклонить выносится наружу кнопка, а, например, принять не выносится. Окей, мне придется, допустим, я получил 20 запросов, мне каждый раз придется, наверное, открывать модальное окно, а в следующем экране модальное окно, всегда нажимать кнопку «Применить здесь», а не на предыдущем этапе. То есть здесь можно было бы точно лучше сделать. Здесь указано 3 человека. Что если будет их 20, 30? Как это будет выглядеть? Справится ли модальное окно? И также не учтено, что здесь есть группы. Запрос находится внизу, и он никак не подсвечен, он никак не выделен. То есть это тоже вызывает вопросы: а что если будет 5 запросов и 50 пользователей, они в самом низу будут, и пока я до них долистаю, это будет просто занимать мое рабочее время, это не очень хороший интерфейс. Кроме того, предоставление доступа, оно сделано такой secondary кнопкой. Кнопка «Добавить action» в данном, такая активная кнопка, то есть на ней фокусируется все внимание. Визуально еще смущают отступы. Здесь отступы между имя и чтением почти одинаковые. И между чтением и чтением, этими селектами, хотя это разные группы, тоже почти одинаковые. То есть эта связь, она слабая между этими элементами, и немного приходится напрягаться, чтобы понимать, что это на самом деле отдельная надстройка над всем этим. Если это поместить в карточку, будет легче, но это тоже не самое лучшее решение. В общем, здесь отступы, нарушается правило ближнего и дальнего. Рекомендую на это посмотреть и тоже учитывать. Едем дальше. Здесь, кстати, непонятно, почему ссылка. Но окей. Я хочу перейти, откроется у меня в этой вкладке, в новой вкладке откроется. То есть немножко страшно нажимать на кнопку «Отчет». Это клево, что появилось всплывающее окошко. Такой момент, что обычно оно имеет крестик. Я его могу не заметить, я хочу его закрыть сразу. То есть тут не совсем понятна логика появления и исчезновения этого элемента. Кроме того, информационная емкость у этого сообщения тоже слабая. Кому предоставлен доступ, на какие права, то тут непонятно. Были просто изменены. Можно было бы написать, например, Олегу Васильеву выдан доступ на администрирование. Кроме этого, модальное окно не закрывается, нужно его закрыть. То есть это еще одно действие. Я мало того, что применить нажал, мне еще нужно здесь закрыть и потом заниматься своими администраторскими делами. В общем, здесь можно упростить. Быстро пробегусь по остальным сценариям. Здесь клево, что подумано про переименовать, скопировать остальные пункты, которые есть у файла. Смотрим сценарий изменения доступов. Опять здесь видим модальное окно и отзываем. Здесь, наверное, все понятно. То есть, опять-таки, отзывается доступ у Сергея. И что интересно, Сергей здесь предложил решение, так называемый undo, то есть возможность
отменить свою ошибку, случайное нажатие на «Отозвать». Это очень круто. Если смотреть на этот экран, не совсем понятно, что вот этот пользователь сейчас не имеет доступ, и надо там закрыть, чтобы он здесь совсем окончательно пропал. Чуть-чуть он блеклый стал, но не очевидно. И здесь еще по-прежнему написано, что чтение, как будто у него доступ такой на чтение остался. Вот. Что значит кнопка «Отменить»? Отменить, отозвать, отменить. То есть вот не совсем понятно, что это вернуть, да, то есть вернуть права на чтение, отозвать, отменить, ну, то есть вот этот вот нейминг, он не очень помогает пользователю. Ну, давайте еще вот этот вот сценарий посмотрим. Вбивается в это поле Олег. Здесь можно подсветить, что по какому части слова совпадение найдено. То есть Олег сделать более жирным, например, или выделить цветом подложки, что найдено по слову Олег. Вот. И, кстати, очень круто, что здесь разные фотки стоят. Надеюсь, Сергей пользовался плагином Content Reel, а не делал это вручную. Кстати, непонятно, что за иконки. Я догадываюсь, что вот эта иконка обозначает группу, а вот эта иконка обозначает организацию, но тогда зачем здесь вообще эта иконка? То есть они издалека, они выглядят одинаково квадратиками. Но тоже как бы можно здесь было бы лучше сделать. Вот. А кроме этого, мы здесь на этом этапе видим в Suggest, в выпадающем списке, видим аватарку пользователя, мы видим причастность к какой-то организации зелененькой, вот, и имя и логин. А здесь мы причастность к организации почему-то уже не видим. Когда выбрали пользователя, аватарка пропала, и осталось только в строчку написанное имя и адрес электронной почты. Обычно такие штуки превращаются в чипсы и становятся какой-то там штукой, которую можно удалить, например, если мы выбрали случайно. Здесь же не предусмотрен кейс, когда я хочу выбрать сразу там 5, 10, 15 пользователей или группу. Также, видимо, следующим этапом то ли он раскрывается, вот этот select, то ли мне нужно еще раз кликнуть сюда и нажать на какой уровень прав я хочу предоставить, и только после этого на кнопку «Добавить». Видимо, Олег Васильев попадает в самый низ. Тоже непонятно, как я должен отличить. Если я, например, нажал кнопку «Добавить», отвернулся, и есть такое понятие «взгляд новичка». Взглядом новичка посмотрел на вот этот экран, я не пойму, кого я добавил. И добавил ли вообще. Еще не совсем оправдана вот эта линия снизу. Зачем она нужна, я не понимаю. Из больших плюсов работы клево, что Сергей поработал над тем, что сделал компоненты. Конечно, по построению компонентов здесь у меня есть вопросы. Например, этот компонент можно было просто не дублировать. Зачем разные аватарки дублируются? Я вот вижу, что вот можно было просто один компонент сделать из фотки, а другой компонент подставить иконку. Вот он здесь отдельно есть. То есть здесь, кажется, что-то сделано, но не до конца. Но в целом, то, что используется компоненты, круто. Нужно продолжать это использовать. Клево, что расписан сценарий последовательно. Это позволяет легко проверять работу и понимать логику, которую закладывал автор. В целом, подобная работа не дотягивает до стажировки, но это хороший старт для дизайнера. Желаю продолжать прокачивать свой опыт, учитывать важные детали и прокачивать свой навык в Figma, особенно в создании компонентов. Если видео было полезным, ставьте лайки, подписывайтесь. Также смотрите еще одно видео про ошибки стажеров, которые я записал. Всем пока!